От пациента. 30 августа 2019 года проведена операция по удалению рака слепой кишки. 28 декабря 2020 года при обследовании обнаружен рецидив в брюшной полости. В настоящее время проводится курс химиотерапии. 5 марта 2021 года проведено первое контрольное обследование МСКД органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, после чего был изменен курс химиотерапии. 5 мая 2021 года проведено контрольное исследование в виде МСКД этих же органов. Обнаружено дополнительное расширение часть правой почки. Необходимо заключение по проведенным исследованиям и оценка динамики реагирования на проведенное лечение. Также необходимо установить причину расширения ЧАС. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 63 лет. Дата исследования – 5 марта 2021 года, в динамике с 5 мая 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки, брюшная полость и забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастным усилением. Состояние после оперативного лечения, медицинская документация не представлена. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. В базальных сегментах преимущественно паракостально сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза. Справа в С2 и С6 единичные фиброзные паракостальные очаги диаметром до 8 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам корональных артерий и аорты немногочисленные кальцифицированные артеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Справа порт. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КПТ 145 мм, КРЛТ 76 мм. Контуры печени четкие и ровные, нативная плотность плюс 43 плюс 82 Хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность ее плюс 17 плюс 43 Хаунсфилда. На границе тела и хвоста кальцификат диаметром 7 мм. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна. Справа лоханка размером до 33 на 20 на 19 мм. Мочеточник до перехлеста с подвздошными сосудами, расширен до 10 мм. В пилоуретеральном соустье S-образный перегиб. Слева чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Визуализируются немногочисленные мезентериальные лимфоузлы шаровидной формы диаметром до 11 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты множественные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Слепая кишка резицирована. В средней трети нисходящей кишки выявлено мягкотканное образование, аксиальным размером 19 на 12 мм, краниокаудальным 20 мм, с экзофитным ростом. Нативной плотности плюс 27 плюс 43 Хаунсфилда, при введении контраста активно копит его, артериальная плотность до плюс 80 Хаунсфилда, и быстро теряет его, в венозную фазу плотность до плюс 45 Хаунсфилда. Заключение. Состояние после оперативного лечения. КТ-картина образования нисходящей кишки, мезентериальной лимфоаденопатии, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, пилоуретерэктазии слева, патологическая извитость правого мочеточника.
КТ-контроль 5 марта 2021 года. Архив визуальной диагностической информации распаковывается с ошибками, не все серии доступны в полном объеме. В легких в заднебазальных сегментах появились участки паракостальной консолидации легочной ткани, поствоспалительные изменения, ранее описанные очаги ВЭС 2,6 без динамики. В средней трети нисходящей кишки сохраняется мягкотканное образование аксиальным размером 18 на 13 мм, краниокаудальным 21 мм, с экзофитным ростом. Сохраняются немногочисленные мезентериальные лимфоузлы шаровидной формы диаметром до 11 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Справа лоханка увеличилась до 49 на 33 на 30 мм, чашечки до 13 мм, мочеточник до перехлеста с подвздошными сосудами до 13 мм. Ниже подвздошных сосудов мочеточник по-прежнему не расширен. Определяется пупочная грыжа с диаметром ворот до 30 мм, в грыжевом выпячивании кишка. Заключение. По сравнению с КТ 5 марта 2021 года, отрицательная динамика в виде нарастания правосторонней уретероколикопиолоэктазии, формирования пупочной грыжи. В остальном без существенной динамики. 24 мая 2021 года доцент кафедры КМН Котов М. Комментарий врача-рентгенолога. Архив от 5 мая поврежден, не все серии открываются в полном объеме. По возможности проверьте диск, перезапишите архив и пришлите. Из значимого. Увеличилось расширение полостной системы правой почки. Оно было и на первом исследовании, но стало больше. Мочеточник пережат в месте пересечения с подвздошными сосудами, это одно из 3 узких мест мочеточника. По всей видимости, после операции стал развиваться фиброз окружающей мочеточник клетчатки, что и привело к нарастанию нарушений уродинамики. Это достаточно частое осложнение таких операций. С этим необходимо что-то делать, как правило, либо ставить стенд, либо пытаются рассечь спайки. С этим вам нужно к урологу. Также формируется пупочная грыжа. В левой половине кишки есть пристеночное образование диаметром чуть меньше 2 см, и немногочисленные увеличенные лимфоузлы в животе, они без динамики. Но тут нужно понимать, что и срок между исследованиями очень мал. Опять же, исследование не полностью открылось, но в такой ситуации отсутствие роста уже хорошо. Вопрос пациента. Я не увидел в заключении, как ведет себя рецидив рака, выраженный в виде наличия метастаз по брюшной полости и прорастания в мягкие ткани пупочной области. Метастазы доктор не увидел. Ответ к МН. Котова М.А. Основные метастазы в животе – это увеличенные мезентериальные лимфоузлы, именно они дают множественность поражения. Образование в нисходящей кишке и в околопупочной зоне, без динамики, их размер остался на прежнем уровне. Но здесь есть важный момент: после химиотерапии, лучевой терапии, сначала меняется способность опухоли накапливать контраст в артериальную фазу сканирования, во втором исследовании артериальная фаза не открывается, поэтому возможности оценки исследования ограничены.